Зачем останавливаться? Еще одно видео. У меня тоже есть квартира с кабанчиком, ничего страшного. Ну, неплохо. Давай еще. Ну, скажи, у тебя прям пузатый кабанчик вот этот такой вот прям... Привет, in my room. Меня зовут Ксения Шахматова. Я флиппер и основатель своего инвест-агентства. Я занимаюсь ремонтами. Поэтому я знаю очень много классных бюджетных советов, как вам сэкономить на ремонте. Вся квартира выполнена в спокойных тонах, светлых, немножко с черными акцентами, но в основном все-таки у нас белый. А вот в ванне хотела создать более камерную обстановку, придумать здесь какую-то атмосферу спа. Мне в этом помогла серая плитка крупноформатная, и материалы для облицовки я использовала Витанит Комфорт. В линейку входит клей для керамогранита любого формата S2 Flex. Цветная цементная затирка для швов Spectrum и нейтральный цветной силиконовый герметик Seal. Герметик и затирка в цвете серебро идеально подошли под тон нашей плитки и помогли подчеркнуть ее необычную рельефную фактуру. В палитре затирки 23 трендовых оттенка, и подобрать нужный очень легко. Мой вам совет: всегда обращайте внимание на вашу плитку и подбирайте затирку либо под самый светлый тон, который вы видите на самой плитке, либо под самый темный. В нашем случае мы выбрали светлый, чтобы все-таки это все камерное пространство не так сильно затемнять. И вот у нас классно лег оттенок серебро. Для текстуры камня бежевый, для бетона серый, а для дерева коричневый. Цвета затирки и герметика идеально сочетаются. Качество материалов тоже на высоте. Швы со временем не покроются плесенью или грибком, не потрескаются и не потеряют свой изначальный цвет. А еще герметик не имеет химического запаха. Подробнее о линейке Витанит Комфорт по ссылке к этому видео. Начнем с отделки стен. Существует там 3 максимально распространенных варианта. Это просто обои из рулона уже какого-то оттенка цвета, обои под покраску или же подготовка стен под покраску. Я считаю, что самый бюджетный вариант – это, конечно же, обои из рулона. Если вы знаете определенные обои, которые уже хорошо себя зарекомендовали, читайте отзывы или смотрите в моем блоге то, что я уже использовала, то вы можете наклеить их на стены, и они совершенно выглядят как идеальная фактура, цельная, однотонная. Конечно, мы не говорим об оттенках вот с какими-то фирулями, цветочками, птичками. Это нам не нужно. Нам нужен красивый холст, фоновый, однотонный. Флизелиновые обои однотонные – это самый бюджетный вариант, такие плотненькие, которые вам понадобятся. Конечно, подготовка стен под покраску – это намного более удорожает вашу смету. Намного, так, конечно же, просто подготовить стены под покраску – это значит вывести их идеально, отштукатурить, отшпаклевать, наклеить стеклохолст от трещин и только после этого закупить очень много литров очень дорогой краски нынче и покрасить стены. А по результату вы получите, ну, эффект не сильно отличающийся от однотонных обоев. Промежуточный вариант, который будет, так сказать, и вашим, и нашим, и вы будете отрабатывать возражения, возможно, ваших клиентов, мол, а что это за обои, а если им не нравится цвет, это, конечно, вариант обои под покраску. Или, как сейчас еще модно использовать в ремонтах, малярный флизелин под покраску. Он продается в рулонах по 25 метров. Такое белое однотонное покрытие, которое впоследствии вы красите уже на стенах в любой цвет. И, собственно, продавая квартиру, вы так и можете говорить, что как плюс и как фишка вашего ремонта, это, например, там, детская, которая не попала в цвет пола ребенка, можно легко ее изменить на другой цвет. Если же вы все-таки совершенные противники обоев в любом виде, будь то обои под покраску или просто классические обои, но при этом у вас не очень большой бюджет на покраску стен, я предлагаю тогда не выводить стены идеально, оставить тогда некую фактуру полуотштукатуренных, отшпаклеванных стен. То есть там будут какие-то естественные зазоры, как в варианте с декоративной штукатуркой, ну, только опять-таки это будет не специально сделано, а просто не доведено до совершенства. Будет более, в общем, естественная фактура стены, и вы сможете тогда как бы вот использовать в таких европейских традициях этот будет интерьер. Белые стены какие-то светлые, сканди дизайн, да, деревянный пол, белые такие несовершенные стены. Это очень тоже нынче в тренде.
Еще один шикарный тренд на грани стиля и экономии – это использовать в санузле половину плитки, материал, там, керамогранит, неважно какой вы используете, на стены, на пол, а также половину санузла подготовить под покраску. Это действительно сейчас просто на пике популярности, это придает санузлу вид комнаты, а не операционной, да, например, когда все полностью покрыто плиткой. В этом нет никакой необходимости в определенных зонах, например, где там стоит машинка, там нет никакого доступа влаги прямого. У нас идет стены под плитку, это зона раковины, это непосредственно зона душа или ванной комнаты. А остальной момент, где у вас стоит, например, инсталляция или унитаз и машинка, мы красим. Это всегда выглядит очень стильно. Это очень цепляет взгляд покупателей будущего интерьера или, даже если вы делаете квартиру для себя, все равно ваши гости, например, они точно останутся неравнодушны, потому что нестандартно это в нашей полосе, так сказать. Также обязательно использовать декор в санузле. Помните о том, что это вот такая же как бы комната, которую раньше всегда в наших традициях ремонтных оставляли максимально без внимания, то есть она выполняла только функционально свое предназначение. А сейчас это обязательно какой-то ароматизатор, какие-то свечи, ваза, дополнительное освещение в санузлах, чтобы атмосфера там была на грани как бы спа, чтобы отдыхать от городской суеты. Ну, неплохо. Давай еще. Я готова. Я только раскочегарилась. Молодец. Самый главный вопрос, на чем вообще можно экономить в ремонте, а на чем нельзя. И вот мой ответ вам будет, что первое, на чем нельзя экономить, это электрика. Если вы делаете ремонт в старом фонде, то вы обязательно первым делом должны заменить всю электрическую проводку. У нас сейчас намного больше эксплуатируется приборов электрических, чем была рассчитана электросеть в 60-е, 70-е годы, когда эти дома строились. Страшно перечислять все приборы, которые у нас сейчас есть, и стиральные машины, и посудомоечные машины, холодильник огромной мощности, и даже электрический чайник, и как бы в каждой еще розетке по втыкнутому телефону в зарядке стоит. Конечно, сеть на это не рассчитана. Обязательно нужно первым делом создать проект вашей будущей квартиры. Это очень просто делать в приложениях, там загуглите, есть ряд популярных приложений, в которых можно расставить мебель, и надо именно из этого исходить. Подумайте о предназначении ваших комнат. Одна комната будет гостиная, другая там, спальня, кухня, где у вас примерно что будет стоять, и таким образом вы раскидываете электрику. И вот электрика — это первое будет, что вы дадите своим строителям. Они начинают свой ремонт со штрабы. Они ведут все каналы в разных вариантах. Кто-то ведет по полу, и дальше мы заливаем стяжку, кто-то по потолку, и потом мы натягиваем натяжной потолок, прячем все эти провода. Вы просто будете жить мало того, что комфортно, потому что у вас будут розетки везде, где вам только будет нужно и удобно, и никаких удлинителей. Так что самое главное – безопасно. Секреты дешевой рабочей силы. Тема холиварная, потому что, когда я говорю, что мы используем рабочих в Москве за где-то 8 тысяч квадратный метр, конечно, многие пишут безумные комментарии, кричат, рвут на себе волосы, что это просто невозможно, это вранье. Ну, друзья, это факт. Честно говоря, у меня есть мысль, что все эти рабочие примерно столько и стоят, только некоторые из них уже год живут в Москве, и поэтому их ценник повышается просто x2, x3, чисто от времени их пребывания в Москве. Пойми, главное, мы в Москве живем, а Москва — это большая лотерея. Самое главное правило дешевой рабочей силы – это контроль. То есть вы не можете доверять вашим рабочим ничего. Я вам рекомендую присутствовать на объекте каждый день. А если нет такой возможности? Такая возможность, есть. Вы же, если вы не живете в России и уехали куда-то, то это нет такой возможности. Если вы не живете в России и уехали куда-то, то вам нужно нанять тогда проверенного человека, технадзора, может быть, который будет за ними следить. Но тогда, конечно, и стоимость этих работ увеличивается. В целом, то, как мы справляемся с этими дешевыми ремонтами, так что у нас на рабочих уходит где-то 350 тысяч за работу, за квартиру, за объект 40-метровый.
ну, это только ежедневное присутствие, то есть мы видим какие-то косяки в их зародыше, то есть мы заходим и мы видим, что плитку с пола вдруг начали класть на стены. Мы можем этому помешать, когда положили 2 плитки, и нужно их сломать, как бы просто 2, и выломать со стены с цементного раствора. Или мы видим там, что мы проверяем за ними электрику, и, например, на изголовье кровати сделали не 2 метра, а там 1,40 м. Естественно, розетку с одной стороны и с другой. Естественно, что так не поместится, изголовье закроет эти розетки. То есть в любом случае за ними надо все перепроверять. И чтобы максимально себе сократить время ремонта и ваши расходы, вы именно вот эти их косяки, которые обязательно будут, главное запомните, в любом ремонте случится 1000 проблем. Вы затопите соседей, у вас неправильно что-нибудь сделают, там пойдет какой-нибудь, не знаю, маленькая трещинка где-нибудь пойдет. Это вы все просто должны увидеть заранее, чтобы успеть это исправить. Большая статья расходов в любом ремонте – это вывоз мусора. Мало того, что у вас будет именно вывоз мусора в процессе ремонта, так еще очень большая существует вероятность, что вы приобретете квартиру или вы уже имеете какую-то жилплощадь. Если это не новостройка, то это захламленная вторичка, старый фонд. То есть это стенка лакированная, коричневая на всю вот стену, это какие-то старые столы, стулья, диваны. Ну, что я рекомендую? Первое, конечно, нужно все отфоткать и выставить на Авито. Если вы не сильно жадный человек, просто поставьте сразу «отдаю даром». Если вам очень хочется за эти там 2, 3, 5 тысяч прям вот с людьми переписываться и тратить свое время, ну, можно, конечно, и на это пойти, если есть такое вот желание. Но в целом вы не поверите, как быстро за даром люди у вас это заберут. То есть, я не знаю, я долго думала, почему, зачем людям эти предметы. Ну, говорят, есть разные, например, трэш-краш комнаты, где люди вот разбивают эту старую мебель там на квестах. Есть съемки, тоже на них забирают эту старую советскую мебель. Ну, тут уже как бы не наше дело, куда ее забирают. Главное, чтобы у нас ее забрали, потому что каждый контейнер мусора, в который влазит не очень много, и как бы 3 контейнера в начале, вот демонтаж первичный, это где-то 3 контейнера, каждый стоит 10 тысяч. То есть 30 тысяч с куста у вас в начале ремонта, может быть, о которых вы даже не подозреваете. Вопрос, а в этот контейнер выносят твои рабочие или надо сверху его заказывать? Когда мы заказываем контейнер, скорее всего, в услугу входят грузчики. То есть контейнер доставляется уже с грузчиками. Наши строители, они очень дешевые, и они поняли, что все-таки они не будут себя нагружать еще темой выноса мусора. То есть мусор всегда выносит кто-то другой. Либо вот это поставляется вместе с контейнером человек 2-3, либо еще есть хороший вариант, альтернатива контейнеру, сейчас новый вид услуги такой есть, вывоз мусора газелями. То есть также мы ищем в интернете такого рода услугу, газель. На вывоз мусора приезжают ребята, это дешевле, то есть это 6-7, не 10, как контейнер, а по грузоподъемности также. Ну и, конечно, всегда нужно наладить отношения в начале ремонта с дворником вашего района. Прям вот, и, честно говоря, большая очень вероятность, что он вас найдет сам. А у них как бы есть сеть, они знают, где кто продал квартиру, кто приехал. Если они появятся на вашей пороге и будут предлагать свой телефон, обязательно нужно его взять, потому что этот человек вам еще пригодится. Он будет за 500 рублей-2000, в зависимости от от объема мусора, выносить все в течение вашей стройки. Сначала это будут какие-то строительные материалы, мусор. В конце это будут коробки от мебели, от техники, которых тоже набирается полквартиры. Секреты бюджетных кухонь. Конечно, стоимость кухонь ужасает неподготовленного человека. Сейчас как бы обычное дело, когда за просчет не самой большой кухни на заказ можно услышать цены от 1 000 000 рублей. Наши цены начинаются где-то от 50 тысяч рублей за всю кухонную мебель и столешницу. Техника, конечно, отдельно. И как мы добиваемся таких умопомрачительных цен? Это, конечно, модульные кухни. Вы должны выбрать какую-то компанию в вашем регионе. Это не обязательно будет Москва, в любом
городе России есть модульные кухни. То есть это набор готовых шкафов. Обычно они даже отличаются по размеру, ну то есть там у них идет шаг где-то 10 сантиметров, то есть 20, 30, 40, 50, 60, 80 даже есть шкафы. Вы самостоятельно измеряете размеры своей кухни, и обычно у таких компаний нет замерщиков, там это другого уровня сервис, и вы просто заказываете у производителя модульной кухни себе типа 3 шкафа по 60, 2 по 30 и еще несколько шкафов сверху. Это действительно намного бюджетнее, чем кухня на заказ, и они бывают производятся из достаточно приличных материалов, даже из МДФ. Ну, а бывает и нет, но надо изучать вопрос. Также еще обратите внимание, что очень часто в современных интерьерах верхние шкафы ставят только по одной стене кухни. Это также очень экономит бюджет, а также, если у вас небольшая площадь, это очень добавляет свободного пространства и воздуха, так что шкафы у вас не нависают над головой по всему периметру кухни. Также я рекомендую рассмотреть вариант покупать столешницу и фартук отдельно от производителя кухни. Обычно у самих кухонщиков, ну вот у этой модульной кухни, которую вы найдете, скорее всего цена на столешницу будет немного выше, чем в каких-то распространенных строительных магазинах или на строительном рынке в вашем городе. Так что столешница – это такой предмет, который можно купить отдельно. Также вместе со столешницей в комплекте можно сразу купить стеновую панель и как бы закрыть вопрос с дизайном вашей квартиры, когда и столешница, и стеновая панель будут одинаковые, там, например, под мрамор обе, или, например, под дерево обе. Или же там, буквально купить 1-2 пачки крупноформатного керамогранита, вот, которые 60 на 120. Это будет, мне кажется, там, 5-6 стоит в сумме вот 2 такие пачки. Ну, зависит, конечно, от размеров вашей кухни. Когда я просто говорю все эти цены, я подразумеваю 6-7-метровые кухни, как у большинства людей в квартирах старого фонда. Ну и, собственно, после установки кухни вы можете пригласить либо мастера на час, либо договориться с кем-то из своей же бригады, чтобы эти 4 крупноформатные плитки вам просто установили на фартук сверху столешницы. Ведь, как мы знаем, правильно устанавливать фартук именно после столешницы. И почему я говорю, что крупноформатный керамогранит сделать очень просто, то есть 60 на 60 плитки или 60 на 120, потому что, конечно, здесь минимальное количество подрезов, минимальное количество работы. Если вы хотите сделать какой-то кабанчик, ну, во-первых, он уже сейчас не в тренде, какую-то мелкую плитку. Здесь вам и за работу побольше попросят, и самой плитки, соответственно, тоже придется купить больше. А я сейчас... Ну, прости, я так и знала. Я прям чувствовала, как ты... Я не могу, я люблю, это бессмертная классика. Не, ну, на самом деле, это не страшно, ну, конечно. У меня тоже есть квартиры с кабанчиком, ничего страшного, людям очень нравится. Ну, скажи, у тебя прям пузатый кабанчик вот этот такой вот прям... Сейчас покажу. В принципе, любой простой интерьер можно разбавить нестандартными решениями. Ну, например, если вы даже используете самую бюджетную, например, белую обычную плитку, там, 20 на 40, или вы используете кабанчик обычный, вы, например, в таком случае попробуйте обратиться к нестандартной затирке, цветной или черной. Тогда этот интерьер вроде как скучный, просто белая плитка, будет уже играть новыми красками на цветной затирке. Вот это эгегей веселье. Также сама универсальность интерьера, то есть я бы также порекомендовала вам при подборе отделочных материалов все-таки останавливаться на каких-то нейтральных цветах, желательно светлых. Тогда у вас будет универсальный интерьер, который вы сможете менять при помощи декора. Ну, например, вы 2 года проживете с зеленым покрывалом и какими-то там фисташковыми шторами, а в следующий год у вас будет винное настроение, и вы кинете 2 подушки цвета марсала на вашу кровать и повесите новую бордовую штору. И это уже совершенно будет у вас новое настроение, более игривое в вашей спальне. Зачем останавливаться? Еще одно видео. Напишем пока. Одна из самых неожиданных крупных статей расходов в вашей квартире будут межкомнатные двери. Это действительно неожиданно, потому что когда вы приходите в магазин, у вас там стоит цена за дверь, и написано там 10 тысяч, например, за полотно.
и вы думаете, 10 тысяч, там, мне нужно 5 дверей, 50, там, нормально, нашкребем, все будет хорошо. Но по факту можете сразу умножать эту цифру на 2, если даже не на 3. Потому что указана цена лишь за само полотно, то есть дверное, но еще вам обязательно нужна коробка, возможно, вам нужны доборы, это которые вот из-за ширины стены, возможно, нужно вставлять, фурнитура, петли, замки, защелки. Таким образом, вполне реально, что двери вам обойдутся 1155 штук, это прямо легко. Что рекомендую? Подумать, конечно, о качестве вашего ремонта. Если у вас есть возможность сделать двери лучше, это, конечно, всегда хорошо, потому что двери, вопрос шумоизоляции, если у вас семья, и вы все хотите отделяться друг от друга, создавать комфортные индивидуальные зоны, то на дверях не стоит экономить. В бюджетных межкомнатных дверях МДФ используется только по вертикальным стойкам, а в основном полотне используется буквально картонно-сотовый наполнитель. То есть они будут легкие из-за этого картона и, соответственно, не сильно звукоизолирующие. Но в варианте бюджетных дверей можно именно такие поискать. Ну что, друзья, мы попытались ответить на самые распространенные вопросы, связанные с бюджетом и ремонтом, как сделать его более экономичным и доступным для вашего кармана. Если вам понравился этот новый формат, пишите. Пишите еще дополнительные вопросы, из которых мы потом сделаем, возможно, новый выпуск, если вам зашел этот формат. А также не забудьте подписаться на все площадки, где есть In My Room. Там еще вас ждет много всего интересного.